Так, сегодня мы Павлику будем активировать бортовой компьютер. Погоди, тут, блядь, нихуя там не видно. Я хотел, можно пощелкать будет? Да, сейчас, пробег? давай посмотрим, что сейчас у нас скажет. То есть там у нас сейчас ни хрена особо Ну вот, не кажет. время, пробег 403 километра, все. Больше бортовой компьютер ничего не показывает, абсолютно. То есть сейчас у нас пробег 403, это автомобили, получается, или Да. суточник? Нет, это автомобили. Это автомобили. А это вот Это суточник, суточный, 360, то есть, 360. блядь, вообще нуль съебаный в рот, муха не еблась. Так. Командную строку. Командную строку. Этот файлик туда. Сейчас пульнем. Вот, надо нажать. Enter. Все, вот такая вот программулина запустилась. Так. Ты съел. Так, проверим. Все работает. Коннектимся. Так. К машине коннектимся. Программулька. Яков, может выключить? Не, что он тут не влияет. Вот выбираем нашу борт, блять, приборные панель. Так, надо сразу включить подсветку, да? Да, конечно. Пока помню. Вот она выключена, короче. Включаем подсветку. Что еще можно включить? Сейчас, погоди. Нажмем. Так. Сейчас у нас она не горит ни хрена. Нажимаем вот эту кнопку. При том, что стоим на ходовых огнях, вот, можно рассмотреть. Подсветки нету, ходовые огни горят. Так. Жмем Soft Reset. Ничего там. Вон они задергались, стрелочки. Замандражировал их маленечко. Так. Вот, то есть подсветка, блядь, вообще огонь. Теперь она горит. Вот тут включена подсветка стала. Дальше. Что там дальше? Бортовой компьютер, да? Надо включить. Компьютер, датчик температуры. Сейчас найдем. Компьютер. Вот в этом менюшке. Вроде бы. Это, короче, вот, кстати, лампочка давления масла, она у тебя срабатывает за 2000 оборотов. То есть мы здесь исправим, чтобы она с 500 оборотов срабатывала. Даже можно поменьше, наверное, поставить. Не, 500 обычно нормально.
перезагружаем. Я не понимаю, почему дилеры не могут это все установить изначально вообще с Им автомобилем. это не нужно. Нет, конечно, им нужно с дополнительную плату втридорога. Даже иногда за плату не соглашаются, как мне сказали. Вот, значит, бортовой компьютер. Где он тут? Так. Вот это вот трип компьютер тип. Вот эта вот хрень. Вот надо изменить. Значит, как там надо-то? Литры на километры, да? Да. Наверное. Так, литры на километры. Применяем. И сейчас... ну она вот тут большая сбоку, soft reset. Да погоди ты. Вот. Они опять замандражировало их там. Давай смотреть компьютер, что теперь стал показывать. Щелкай. Ну, посмотрим. 360. Вот, то есть литры на 100 километров расход, литры мгновенный расход. Это сколько километров до заправки? Это средняя скорость, наверное. Да, я думаю, потому что я сюда Это подъезжал что там, потихонечку. километров в час? Нет. Ну, может, мы стоим, потому что... Вот сейчас, короче, все менюшки То открыты. есть, давай посмотрим, сколько режимов у нас открылось. В данный момент, вот время. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это уже было. 9. Сейчас Нет, температуру 9. За бортом надо еще поискать где-то. Да, было. температуру с бортом. Потому что датчик установлен, в принципе, в зеркале. Температура. За бортом, блин. Месяца времени 9. Сейчас температура за бортом, это будет 10. АБС, клок. Часы включены, airbag. ОСЦ, может, То есть изначально на автомобиле отключены как минимум 7 положений, вернее, вариантов диагностики автомобиля. Да. Так. Блин, не помню, как температура называется. Забыл. Температура. Ну да. Та. Вот это вот может. Ну, погоди. Сейчас подергаются там стрелочки. Нажимай. Так, смотрим, да? Да. Раз. Еще. Не то, да? Не то. Но что-то еще появилось. Нет. Не могу понять, что у нас появилось. Есть моментальный, есть средний расход появился. Остаток на количество километров на 890 километров. Ну, то есть мы сейчас в данный момент заправили. Вот, блин, температура за бортом, ёкаламаны. Вот. А что
показывать на дисплее. Мне все надо показывать на дисплее. Все возможно. Смотри, что это такое? Километров в час. Вот, она задергалась опять. Давай теперь дальше листать. 1, 2, 3, 4, 5. Уже на 1000 мы едем. 6, 7, 8. Вот, температура за бортом наконец-то появилась. Угу. Лояльно. Да, этот параметр, вот он. Все, блин, по-английски тут. Вот этот вот температуры прессом. А что еще Так, нужно? сколько там менюшек теперь? Теперь, стало? вот смотри, со времени считай. Часы. Раз. 1, 2, Да. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все, 10, 10 менюшек. Вот, то есть 7 менюшек, блин, зажали производители. Вообще. И подсветку приборов зажали тоже. И подсветка, это, кстати, в первую очередь такой негатив. Вот изначально сев за этот автомобиль после старого Дастера предыдущего, и такой негатив был, когда включаешь зажигание и как бы у тебя горят ходовые огни, но при этом ты не видишь, чего на дисплее. Не настолько, да, как бы панель информативная. Вот. Предыдущее табло спидометра был достаточно информативным, но в данном случае это вообще полный писец. Без подсветки. Это во-первых. Во-вторых, у них разграничение 10, 30, 50, 70, 90, там, ну, 110 и дальше. То есть нечетное число, которое совсем не нужно. Наоборот, бы сделали там 20, там 40, 60, вот, которое при движении абсолютно нужно. И при этом ты еще и не видишь этих разграничений. Вот, это самый-самый большой минус. То есть можно попасть на штраф либо за превышение, за небольшое, либо за отсутствие ходовых огней, так как для того, чтобы включить подсветку, вы включаете габариты, и при этом отключаются ходовые огни. Вот. То есть, как минимум, здесь 500 рублей, ну, со скидочкой там, ну, 250, 260. Вот. Либо здесь за небольшое превышение вы также получаете 500 и со скидкой 250 рублей. Вот. Так что выбирайте. Со светом надо ездить. Еще вариант. Некоторые свет включают. Не габариты, а свет. Ближе. Ну, свет, как бы и лампочки при этом очень быстро сгорают. Ну да, когда есть дневные ходовые. И тем более на обновленном Дастере очень слабый как бы переключатель света ну с да, дальним на ближний. разваливается там. Он очень часто горит, даже вплоть до 1000 километров можно поменять 2-3 штуки, дай бог, там по гарантии. Вот. На предыдущем, да, там спустя 200, почти 225 тысяч пробега, там щелкал постоянно. И ничего с ним не было, не произошло за этот пробег. А здесь я уже побаиваюсь, он начинает уже на 400 километрах подглючивать. Бывает там дальний не включится, бывает сам по себе включится там и не выключится. То есть... И это на пробеге 400 километров. Да какой? Вчера был пробег там 180, когда я ехал, и он начал подглючивать уже. Вот. Надеюсь, вы с этим не столкнетесь. Вот. Надеюсь, данная прошивка, активация, вернее, бортового компьютера принесет одни лишь плюсы. Но я уже вижу то, что чего мне не хватало во время движения, да, то есть информативности бортового компьютера. Надеюсь, сейчас мне позволит ощутить всю раскрытость данного автомобиля, всю информативность, вернее, наверное. Ладно, всем пока, короче.